Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Леста Геймс. Сегодня у нас на обзоре Char Futur 4 танк за жетоны боевого пропуска, в средний французский танк 9-го левела, вот, так что, ребята, барабан, да. И мы как раз сегодня рассмотрим, а нужен ли этот танк за жетоны боевого пропуска, насколько он хорош или плох, и вообще, как бы, стоит ли на него тратить жетоны реально. И прежде чем мы продолжим обзор, конечно же, пробей лайк под видео и подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами, так сказать, начинаем. У нас вот такой вот замечательный 3D стиль на этой тачке. Вот, ну и давайте начнем, наверное, мы с бронирования, тем более, что Char Futur вы соиграли против этих машин, сейчас замечали, что он что-то дорекачивает. Так вот, давайте изучать, а за счет чего, собственно, он не пробивается порой. Итак, господа, коллижн модель нашего Char Futur 4. Ну и давайте смотреть. Корпус внизу картон 26, 37, центральная часть 60. И вот единственное место рикошетное у нас ВЛД 153 в приведенке, всего лишь 45 по правилу трех калибров. От 135 мм сюда будет залетать без рикошета. Хороший угол приведенной брони. Вот именно этим местом Char Futur часто вытанковывает очень много снарядов. Попадаете сюда, все отлетает. Теперь сама башня. Воротник. Нижняя 189, 195, 189. Короче, картон. Маска орудия 297. Так, нет, кругляк 90. А вот тут... Так, а что-то я поймал на 297. Тут же нету столько вроде бы. Я даже не знаю, что. Наверное, ствол зацепил. Вот здесь 90, 90, 90, 90. Брони нету, по сути, нигде, только ВЛД. Боковое бронирование 40, естественно, от борта. Ну, какое вам танкование. Ребята, только верхняя часть ВЛД. Так, с броней разобрались. Броня только ВЛД. Давайте смотреть орудие. Орудие 10 левела. Все. 390 альфа. Нифига себе. А учитывая, что у нас барабан на 4 снаряда, то есть суммарно мы можем выдать в районе 1600 с барабана, если все снаряды пробьют врага. Вот 264 пробития на основном. И это очень жирно, как для 9 левела. 330 на голде, что тоже неплохо. Вот, время полной перезарядки на стоке барабана 40 секунд, ДПМ типа 1800, точность, ребята, 0,34, как для барабана она вполне себе вменяемая, и очень комфортное время сведения пушечки 2,2 секунды. По пушке вопросов нет, отлично. Теперь, что касаемо полевой модернизации. Значит, смотрим, скорость поворота ходовой, легкосплавные узлы крепления. Дальше повышаем, нет, мы будем в движении много стрелять. Настройка рычагов подвески в 4 блоке, в 5 блоке антибликовую маскировку фар. И в 7 так, от времени заряжания, это круто, к скорости сведения, от размера круга сведения. Ничего не надо качать нам в 7 блоке. Так, здесь берем разведку. Иногда, да, берем разведку. Зачем, вы скажете? Зачем нам разведка на этой машине? Вторым комплектом, как вкачать полевую модернизацию, можно будет использовать просветленную оптику для определенных карт. Но основной комплект оборудования — это турбина, это стаб и это вентилятор. По снарядам основной у нас подкалиберный летит 1460, ребят. Нифига себе, 1500 дает. Вот, скорость полета на голде на кумулятивной 1060, что тоже вполне себе сносно. По снаряжению ремка у нас вечная, бесплатная, аптечка и автоматический огнетушитель. Я пихнул доп. Паёк, чтобы уж, так сказать, максимально раскачать возможности этой тачки. По экипажу, 3 члена экипажа, перки наблюдаете перед собой в таблице. Теперь по плюсу-минусу машины. У нас мощный барабан на 1600 хп. Да, он достаточно на стоке долго заряжается. Но вот уже на таком экипаже с таким оборудованием у нас заряжается чуть меньше 37 секунд. Уже неплохо. Вот, у нас минимально комфортные
углы склонения орудия. И это вот очень сильно на этой тачке лично меня расстраивает. 7,5. Ну, видно даже что визуально, что могли бы сделать больше. Тем более, что корпус и высота посадки пушки это позволяет. Но, увы, у нас 7,5. У нас очень уникальная скорость полета снаряда, просто впечатляющая. И это вот все плюсы по орудию. Вот, как по мне, только отсутствие УВН расстраивает. По ХП 1750, и как для девятки, СТшки, это, ну, можно сказать, стандартный параметр. По мобильности у нас все отлично. 65 вперед, 23 назад, почти 25 лошадей на тонну. Char Futur очень быстро набирает свою максималку и едет достаточно бодро, и это радует. По незаметности она у нас присутствует. Хоть и не полностью еще прокачана. 2 члена экипажа только докачивается. Но где-то там процентов 3-4 точно будет. Вот, по обзору 424 метра. И это, конечно, ну, маловато, скажем честно. Мы не прям светляки. Ладно, считаю, еще раз всем скажу. Я считаю, что Char Futura надо брать вторым танком. Первым танком за жетоны боевого пропуска это фаза, а Char Futur это второй танчик. Вот. Предлагаю отправиться в бой, посмотреть, собственно, на что способен этот малыш. Погнали. Так, куда ж поедем? Обзор боем у нас Char Futur 4. Французский средний танк за жетоны боевого пропуска. На центр надо. Да, на центр. Ё-моё, тут никто не поехал, ребята. Вот и хорош барабан. Он нас много раз не пробил, а мы его подзабрали. Какая интересная у нас перестрелочка случилась. Не пробил. О, Char Futur помог. Красавчик. Заряжаемся. Кто это нас подсветил? ЛТшки нету. Так, ты погляди. Тут глазастый черт у них есть.
так светит? Вот, свечусь и все. Фантастик. Нет, тут никого. Надо вперед чуть подкатывать. Стоял тут неожиданно. Приятно. Все, заряжаемся. Грохнули. Все, заряжаться не будем, перезаряжаться, едем. В атаку за артой. Надо засветить хотя бы. 3К настреляли, еще подсветить бы нам было бы очень знатно. Все, норм. Но это не наш засвет, к сожалению. Нет, они все на той стороне. Ух ты. Вот это бонус. Все, норм. Косарь насветили, 3700 настреляли. Пойдет. 4, сколько там? 4600 суммы. Отлично. Барабан, это всегда удобно. Char Futur, комфортный достаточно барабан. Хоть и на первый взгляд может показаться, что долго заряжается, но хорошее точное орудие. Как ни странно, но у Char Futur всегда все летит в цель на самом-то деле. Смешно, но факт. Точность достаточно неплохая. Как по мне, я считаю, что за жетоны боевого пропуска, если вы только недавно начали играть и проходить, первым, вот я уже снимал обзор, это Phase 1, фаза, да, надо брать за жетоны, и вторым надо брать Char Futur. Это танк номер 2, на мой взгляд, за жетоны боевого пропуска. Вот, почетное первое место, 3 фрага. Почетное первое место, ребята, в бою против десяток. Мы заняли, да. Катались, стреляли, все у нас получается. Ребят, кто уже взял за жетоны эту тачку? Для тех пацанов, которые только сейчас думают, а что брать, посоветуйте, расскажите про этот танк. Напишите в комментариях, как вам эта машина, как у вас на ней получается, не получается. Вот, конечно же, прожимайте лайки, подписывайтесь на канал. Вот, а я вам говорю, до скорых встреч, пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.